Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Общий знак зодиака не рассказывает о личной истории каждого. Да и как любой прогноз, он не может служить основанием для принятия важных решений. Но вы люди очень интуитивные. Я надеюсь, что как раз метафорические образы карт вместе с вашей интуицией, которая великолепная, помогут какой-то, может быть, или решение принять, или пазл какой-то сложить. Но подсказки какие-то будут. И первая карта. Что важно знать? По мнению колоды карт Орел Иллюминатов. Итак, на неделю, что для вас важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности: дела, работа, бизнес. Что будет по финансам? И что у нас будет в личной жизни? Давайте узнаем. Итак, что важно знать? Девятка жезлов, 9 по нумерологии. Впереди перемена, уже сразу нам говорит карта, поэтому мы все сохраняем. И в первую очередь самого себя или саму себя. Не жертвуем своим добрым временем, не подставляем себя под удар в плане своего положения, в том числе и материального. Вот больше наблюдаем. И если нет извне каких-то предпосылок, которые могут свидетельствовать о том, что в нашу сторону что-то может пойти в минус, или нет того, что для нас пошло бы в плюс, то есть буквально плюс или минус. Если нет ничего, то мы ничего и не инициируем. А если нам что-то предлагают, тогда мы, больше расчета. Стоит ли этим заниматься или нет? Продумать этот вопрос. Или дать себе ответ, а будет ли для меня это иметь значение через какое-то количество времени, чтобы во что-то не включиться, чтобы, может быть, ни какие-то обязательства на себя не принять раньше времени. Ведь карта, повторюсь, говорит, нам будут какие-то перемены. И значит, мы должны быть где-то свободными, достаточно мобильными, и не должно тяготеть над нами что-либо. Наверное, особенно с учетом того, что 4 числа как раз Венера входит в знак зодиака Лев. И тут может быть, знаете, хотя для всех знаков зодиака больше это проигрывается, вопросы личной жизни. Но для вас могут проиграться как раз вопросы карьеры, финансов. Хотя это ж мы только предполагаем, а у каждого своя личная история. Но сказал бы так, что именно ваши, понимаете, те планы, которые вы, может быть, уже к ним шли, или то, что это у вас было в каком-то проекте. Вот именно в этом плане, в профессиональном, в зарабатывании денег, вот здесь это может раскрыться наилучшим образом. Давайте узнаем, чего не избежать. Вот так. И больше можно ничего не рассказывать и заканчивать наш прогноз. Чего не избежать? Старший аркан императрицы. Да, это баланс практически по всем сферам жизни. Это и власть. Все-таки в первую очередь это властная карта. И значит, все в наших руках. И в наших руках как не только наша судьба, а в принципе влиять на какие-то события. На события, может быть, даже которые извне к нам приходят. Но, видимо, у нас сильная достаточно позиция. Кто-то от наших решений будет тоже зависеть, все же это тоже где-то сигнификатор власти, но надо сказать, власти доброй, и мы здесь больше транслируем какую-то диалоговую форму, не про монолог, это точно. Мы готовы к сотрудничеству, к какому-то общению, но себе мы навредить это точно не должны. Придется, как вот по карте императрицы, может быть, частенько просчитывать буквально математически или вот так проанализировать достаточно хладнокровно ту или иную ситуацию, а стоит ли мне заниматься этим делом, а стоит ли мне быть в каких-то отношениях, или как мне обустроить тот или иной вопрос. Словно мы не избежим.
изменение статуса, изменение нашего окружения, правда, тут может пройти. Изменения, может быть, по работе. Может быть, эти изменения будут касаться или, точнее, инициированы вами самими. Но для кого-то это та обстановка, в которой вы находитесь, она тоже может меняться, где-то нас вынуждая измениться тоже или подстроиться под тот ход событий, который есть. И это будет для вас наиболее как будто перспективно, более для вас, наверное, будет означать, как и прибыльно. Все-таки императрица без денег не бывает. Тут все аспекты жизни. Для кого-то из вас это может быть изменение статуса, а для кого-то это может быть известие о беременности. Все-таки императрица на большинстве карт изображена беременной. И вообще считается, что она плодовита. И тут имеется в виду наши идеи. Это может быть какая-то наша задумка, которую мы будем реализовывать. И здесь, опять же, любая сфера жизни. Кто-то задумал переезд, а кто-то задумал получить должность, а кто-то будет либо жениться, либо выходить замуж, либо, ну, как-то свой статус менять тем или иным образом. Но по императрице, знаете, это баланс, повторюсь, по всем сферам жизни. И нам говорят, ты как будто этого не избежишь. Это прекрасно. Чему сейчас не время? Ну вот где-то холодно что-либо подсчитывать. С деньгами будет порядок, нам об этом говорят. Но, видимо, не только про пентакли идет вопрос. Вообще по этой карте нам говорят с другой-то стороны, что и не время тратить деньги. Это точно. Потому что потом что-то будет у нас еще меняться. 2 девятки. Значит, какие-то перемены у вас словно на пороге могут быть. Либо вы на пороге изменений каких-то. Будьте осмотрительны, раз, держите руку на пульсе, 2. И хоть и нам говорят, деньги есть или приходят деньги, то мы их не тратим, это точно. А что нам помогает? Вот все наоборот, правда? Ну, будем говорить, вот та Венера, которая входит в знак Льва, и это импульсивность, и это, с другой стороны, это мужество, изменить ту ситуацию, которая слишком затянулась. Или у кого-то это, правда, может проиграться как вопросы личной жизни и страсти, у кого-то безответной любви, когда я чувствую словно зависим или зависима от человека, и я умом понимаю, что наши отношения никуда не идут, и мне нужно какую-то другую, более надежную выстраивать историю, а не находиться где-то в подвешенном состоянии, когда мне не сказали ни да, ни нет, а я сижу и жду, и я словно завишу от человека. У кого-то буквально так проиграется с учетом Венеры во Льве, и вы захотите сказать «все». На этом точка. И уйти от безответной любви. Для кого-то именно помогает ваша физическая форма. И получение денег для кого-то тоже помогает, потому что это все 15-й аркан. Надо сказать, что все вопросы как раз благополучия и проходят по 15-му аркану. Он за нашу земную жизнь, за комфорт отвечает. Нравится нам это или нет. Но это правда, это так. Но мы не должны попадать к нему в сети, потому что как только он чувствует, что мы зависим, как от золотого тельца, да, ну или прообраз денег, скажем, или от какого-то материализма чересчур, или когда нам хочется получить обязательно желаемое, или даже в отношениях где-то вот проявляем больше напор, эмоций. Первое правило, что нам помогает, с одной стороны, хорошая физическая форма. Уже когда эта карта выпадает, у нас будет достаточно сил осуществить какой-то проект. И помогает нам, безусловно, осмотрительность, когда мы не позволяем себе просто эмоции, мои дорогие, а эмоции могут как раз, ну, так зашкаливать. Может быть, захочется наконец сказать то, что я думаю о конкретном человеке. Но карта нам говорит, не рискуй собой. Кто знает, великий шутник может как раз сделать так, что он нас или нам придется, или судьба нас сведет с тем человеком, с которым мы будем выяснять отношения. Или даже если у кого-то проигрывается так, что ну, нужно расстаться или в каком-то деле не участвовать, значит, все-таки сделать это как-то более красиво, мягко, элегантно, как императрица.
чего не избежать. Но нагружать себя какой-то чрезмерной работой, чрезмерными обязательствами, обязательствами по деньгам особенно, как будто нет. Тут вот надо какой-то нейтралитет держать в определенном смысле и держать все под контролем, потому что вот-вот произойдут какие-то перемены, которые для вас благоприятны будут. Исключить всяческую возможность как и риска, так и, несмотря на то, что мы можем себя чувствовать, то, что, да, правда, словно лед тронулся, сейчас в моей жизни происходят изменения. Но даже тем, что вы достигли, даже той ситуацией, которая есть на данный момент, словно рисковать, ну, нельзя и все. Дела, работа, бизнес помогает как раз вдохновение. И помогает еще как раз, вот иногда, это словно мы пытаемся усидеть на двух стульях, два жезла, и вправо, и влево. Может быть, создастся такая ситуация. Сделать выводы придется, но пока их словно не обнародовать. Или для кого-то из вас наступила пора как раз принять какое-то важное решение. Ведь два жезла – это своего рода выбор. Мы должны определиться. Просто, конечно, у каждого по-своему проиграется. У кого-то, когда я вынужден быть где-то и вашим, и нашим, может быть, какой-то период времени с учетом 15-го аркана, так, чтобы не пойти в разнос. Почему нет? Бывает так. Если вы уже что-то себе задумали, имеете какой-то четкий план. И просто знаете, допустим, вот сейчас мне еще рановато обнародовать мое какое-то решение. Ну, значит, вот поступайте так, как вам подсказывает интуиция. Это железно, абсолютно. А для кого-то из вас, наоборот, нужно в противоположном направлении, как будто все расставить по местам. И здесь у каждого по-своему. Двойка жезлов также проигрывается, как наш проект, когда вот как этот человек на карте, мы уже стоим и смотрим в горизонт. И это может быть как смена работы, и для кого-то определиться с работой. Может быть, на двух работах работал. Теперь нужно на одной. У нас как будто сил-то хватит, нам говорят, но уделить внимание, особенно по карте императрицы, тому, что наиболее перспективно. И я так думаю, что выбор будет, вот эта двойка жезлов проиграется именно в том, как я лучше могу или быстрее достичь желаемого в плане, может быть, построения карьеры у кого-то, как я могу больше заработать денег именно в плане бизнеса, ну или где-то карьеры. То есть вот есть какой-то вопрос, как лучше сделать, или где то место, где мне лучше, и так может тоже проиграться. Давайте посмотрим, что с деньгами, хотя нам все сказали. Будьте хитрее, правда. Еще нам выпадает одна карта, нам по 15-му аркану сказали, что, ну так, эмоции на коротком поводке. А по семерке мечей надо быть великим манипулятором. Где-то и по девятке нам говорят, сохраняй все то, что ты имеешь. А это по деньгам нам выпадает карта вора. Хотя не обязательно она проиграется именно так, но на всякий случай все же будьте внимательны к кошелькам, сумочкам, проверьте пароли аккаунтов, может быть, свои платежные электронные системы, не переходите по ссылкам, берегите себя, свое имущество, свои деньги в целом, хотя значение вора, что вот именно семерка мечей. Это я не встречала не прописано ни в одной колоде. Но имеется в виду забрать свое. И для кого-то это может быть, как я получаю то, что по праву принадлежит мне. Или какое-то разбирательство может быть, и когда вам вернут буквально либо деньги, либо вещь какую-то вашу, либо то, что принадлежит вам. Но и для нас всех остальных в целом будьте гибче, будьте хитрее, будьте манипуляторами. И все то, что не противоречит закону, возможно. Потому что, видимо, люди будут вот с девяткой жезлов, это очень хорошо проигрывается, когда нас могут пытаться вовлечь в какое-то дело. Или просто приобщить к какой-то работе, чтобы мы что-то сделали. А у нас вот статус такой – намечается, понимаете, какие-то очень серьезные перемены, которые совершенно другое качество жизни для нас могут открыть. И если мы где-то на себя возьмем кучу обязательств, мы попросту для себя не увидим каких-то возможностей. У кого-то я не увижу, потому что я чересчур была уставшей, а для кого-то из вас, потому что я же кому-то пообещал. Поэтому будьте хитрее. И в первую очередь в вопросах финансов и сохранения своего имущества. В личной жизни не могу сказать, что про любовь. И правда, это интуиция, мудрость и независимость.
Поэтому где-то это может проиграться, что я остаюсь на своей волне. Это какой-то нейтралитет. Опять же, сохранение собственного имиджа, сохранение собственных перспектив и сохранение собственных финансов. Иногда по этой карте мы должны иметь словно подушку безопасности, сумму денег, о которой никто не знает. Мы тут о себе вообще не говорим ничего. Мы тут дважды себя не подвергаем риску. Более того, по Верховной Жрице, ведь это карта тайных знаний, мы можем искать какую-то информацию, которая от нас скрыта. С другой стороны, мы ее можем и узнать случайно. Тут могут быть не случайные случайности, но есть и момент, когда наше нейтральное положение будет означать где-то нашу независимость. Но, конечно же, у нас выпадает карта императрицы, и для кого-то из вас это как раз личная жизнь может стоять на первом плане, когда все замечательно. Я так думаю, что у кого есть уже какие-то сложившиеся отношения, или ваши отношения вот-вот словно перейдут на другой уровень, или вы человек семейный, то здесь, скорее всего, каких-то перемен за неделю, неделя короткий срок достаточно, здесь не будет, разве что в плюс как раз может быть. Ну, а для кого-то из вас вопросы бизнеса и построения карьеры могут действительно выйти на первый план. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы.